Нью-Йорк, 1904 год. Богатая семья. Картина Ван Гога на стенах. Отец привозит из Европы минералы и книги. В 8 лет читаешь Платона. Переписываешься с геологическим обществом. Они думают, что ты взрослый ученый. Ты не разубеждаешь. Мозг работает не как у всех людей. Быстрее, холоднее, без лишних циклов. Скучаешь среди ровесников. Всегда, с самого начала. Процессор, которому дали задачу ниже его мощности, гудит в холостую, ждет. Однажды ты напишешь брату: «Физикам не нужна больше, чем друзья». Не жалуясь, просто факт. Гарвард. Химия, физика, греческая литература, восточная философия. Все одновременно, все жадно. Заканчиваешь за 3 года вместо 4. Не потому что торопишься, просто медленнее не получается. Европа. 20-е. Геттинген, Кембридж, Копенгаген, Бор, Дирак, Гейзенберг. Лучшие умы эпохи в одних коридорах. Ты среди них. 22 года. Тощий. Вечная сигарета. Квантовая механика только рождается. Ты при родах. Санскрит учишь сам, по учебнику. Потому что хочешь читать Бхагавад-гиту в оригинале. Не перевод, оригинал. Тебе важно слышать, как именно это сказано. Язык богов и язык физики. Ты чувствуешь, что они про одно. Про то, как устроена реальность под поверхностью видимого. Читаешь про электрон, частицу, которая одновременно везде и нигде, пока ее не измеришь. Откладываешь учебник, открываешь гиту. Строчка, которую уже знаешь наизусть. Никогда не было времени, когда я не существовал. Никогда не будет времени, когда меня не будет. Смотришь в окно. Снова берешь учебник. Оба говорят об одном. Это твой секрет. Носишь его тихо. Геттинген. Семинар Макса Борна. Ты прерываешь его на середине фразы. Встаешь, идешь к доске. Дописываешь уравнение. Борн смотрит, молчит секунду, кивает. Так начинается твоя репутация. Статьи. Быстро. Одну за другой. Каждая — удар в точку. Приближение Борна-Оппенгеймера. Теория туннелирования. Работы по электронам и позитронам. Коротко, точно, без лишнего. Возвращаешься в Америку. Преподаешь. Беркли и Калтех одновременно. Ездишь между 2 университетами каждую неделю. Студенты ходят толпами. Не потому что объясняешь просто, а потому что рядом с тобой чувствуют себя умнее, чем есть. Редкий дар, опасный, как выяснится позже. В 35-м предсказываешь черные дыры. Эйнштейн говорит: такого не может быть. Ты не настаиваешь, просто записал и пошел дальше. Через 30 лет после твоей смерти их найдут. Ты был прав. 30-е. Депрессия. Испания в огне. Европа на пороге. Студенты, которых любишь, уходят воевать. Евреи в Германии. Брат Фрэнк – коммунист. Ты начинаешь ходить на собрания, жертвуешь деньги. Потом это все достанут. Звонок от военных. Проект. Секретный. Важнее всего, что было до. Соглашаешься быстро. Потом будешь говорить, что хотел остановить войну. Может и так. Но физик, который говорит, что не хочет знать, как взрывается атом, врет себе. Ты хочешь знать, всегда хотел. Любопытство без предохранителя – твой настоящий исходный код. Не героизм, не патриотизм, просто хочешь. Высота 2000 метров. Секретный город, которого нет на картах. Почтовые ящики без адресов. Дети, которые рождаются с пропиской засекреченного места. 3000 ученых за заборами с колючей проволокой. Ты – научный руководитель. 38 лет, худой, 60 килограммов на 1,80 м. Вечная сигарета, шляпа надвинута. Ходишь быстро, думаешь быстрее. Ферми. Бор. Фейнман. Молодой, дерзкий, взламывает сейфы с секретными документами, чтобы доказать, что система безопасности дырявая. Теллер хочет сразу водородную бомбу. Бетте считает быстрее любой машины. Каждый — вселенная. Каждый со своим центром притяжения. Ты ходишь между ними, из корпуса в корпус, от доски к доске. Смотришь на уравнение, видишь, где зазор. Говоришь одно слово, человек уходит переписывать 3 страницы, возвращается через час. Правильно. Ты строишь из людей то же, что
что строишь из уравнений. Не харизма, архитектура. Ночами расчеты. Критическая масса. Сколько урана? Какой радиус? Детонация. Цепная реакция. Уравнения разворачиваются на доске. Ты видишь в них то, что другие не видят. Не просто цифры. Структуры. Ришта — нить, которая держит мир. Невидимая связь между атомом и звездой, между частицей и Вселенной. Ты дергаешь эту нить, смотришь, как вибрирует. 3 года в пустыне. Система собирается. Ты называешь испытание Тринити. В честь стихотворения Донна. «Разбей мое сердце, триединый Бог». Потом скажешь, что не знаешь, почему именно это название. Может, Дон? Может, индуистская троица, Брахма, Вишну, Шива, Создатель, Хранитель, Разрушитель. Ты всегда знал, что строишь для Шивы. 16 июля 1945. 5 утра. Аламагорда. Пустыня еще холодная. Звезды. Тишина, которую ты слышишь кожей. Башня 30 метров. На верхушке устройство. 3 года. 3000 человек. Металлический шар размером с автомобиль. Кабели уходят в бункер за 10 километров. Все надевают темные очки. Протягивают тебе. Ты не берешь. 3, 2, 1. Сначала свет. Не вспышка, именно свет. Второе солнце, которое включили прямо над землей. Сквозь закрытые веки оранжевое марево, пульсирующее, живое. Потом жар. Волна, которая проходит сквозь одежду, как будто одежды нет. Потом звук. Не взрыв. Гром. Долгий, перекатывающийся. Земля вздрагивает медленно, как вздох. И потом ядерный гриб. Огненный шар у Земли плавит песок в зеленоватое стекло. Новый минерал, которого не существовало до сегодняшнего утра. Побочный эффект. Мелочь. Шар поднимается. Оранжевый в красный. Красный в пурпурный. Пурпурный в темное клубящееся нечто с раскаленной короной. Ножка из дыма и пыли. Шляпка разворачивается медленно, торжественно. Как что-то живое, которое только что родилось и осматривается. Чудовищно красивое. Как баг, который оказался важнее программы. Вокруг прыгают, кричат, жмут руки. Фермер роняет клочки бумаги, измеряет силу волны даже сейчас. Физики не умеют не измерять. Ты стоишь тихо, и тогда изнутри, сама собой, поднимается строчка из гиды, как гриб, на который ты смотришь. 3000 лет назад кто-то уже видел этот момент, уже нашел для него слова. Произносишь тихо, себе. Теперь я стал смертью, разрушителем миров. Гриб растворяется в небе, которое уже светлеет на востоке. Стеклянная земля под ногами. Прошивка изменена. Откат невозможен. Хиросима, 6 августа, 9 Нагасаки. 70 тысяч, 100 тысяч, моментально. Моментально — это важное слово. Потом будут использовать как утешение. Как будто быстро значит хорошо. Ты видишь фотографии, тени людей, выжженные на стенах. Силуэт человека, который стоял у стены в момент вспышки. Навсегда. Атман, в санскрите душа, которая не умирает. Уходит из тела, как человек снимает одежду, принимает новую форму, продолжается. Ты думаешь об этом, глядя на тени, и не знаешь, утешает тебя эта мысль или нет. Наверное, нет. Одежда все-таки была живой. Ты не нажимал кнопку. Ты написал код, из которого сделали кнопку. Аккуратно, с пониманием для чего. Разница между тобой и теми, кто нажал, философская. Тонкая линия, почти невидимая. Говоришь Трумэну, что у тебя руки в крови. Трумэн достает платок. Возьми, вытри. Добавляет. Бомбу сбросил я, не ты. Больше тебя на встрече с президентом не зовут. Выступаешь публично. Говоришь. Физики познали грех, и это знание им не забыть. Не поза. Диагноз, поставленный себе без анестезии. После войны ты самый известный ученый Америки. Лицо на обложках, голос которого слушают. И ты говоришь вслух то, что думаешь. Что ядерное оружие нельзя распространять. Что водородная бомба — это уже за чертой. Что ученые отвечают за то, что создают. Говоришь правду. Громко. Вслух. Это твоя ошибка. Слушание.
Закрытое заседание, достаточно публичное, чтобы все знали. 4 недели, 28 свидетелей. Теллер, тот самый, которому ты мешал делать водородную бомбу, встает. Говорит, что не уверен в твоей лояльности. Тихо, вежливо, почти с сожалением. Предательство с хорошими манерами — это все равно предательство. Отвечаешь спокойно, как человек, которому нечего скрывать и которому уже все равно. Допуск аннулирован. Человек, который написал код для бомбы, признан ненадежным для доступа к информации о бомбе. Система выдает результат, для которого была написана. Точно. Без сбоев. Просто не с твоей точки зрения. Смотришь на это со стороны, как будто это происходит с кем-то другим, с тем физиком из Геттингена, который думал, что знание защищает. Не защищает. Никогда. Майя в санскрите — это иллюзия. То, что кажется реальным, но не является таковым. Власть, признание, защита, которую давало знание. Майя. Все майя. Принстон. Коридоры, где еще помнят шаги Эйнштейна. Ты директор института. Семинары, лекции. Думаешь медленнее, но точнее. Как человек, который больше не торопится, потому что знает, куда пришел. 63-й год. Кеннеди вручает тебе премию Ферми. Негласная реабилитация, поданная на серебряном блюде. Через несколько недель Кеннеди убивают. Премию вручает Джонсон. Ты стоишь, принимаешь, молча. Перед глазами стоит разноцветный ядерный гриб, пыль, смертельная ядерная красота и формулы. Студенты смотрят как на легенду и как на предупреждение одновременно. Ты и то, и другое. Говоришь вещи, которые останутся. Грех, который тяготеет над физиками. Они не могут утратить своих знаний. Видья — знание, которое вошло и не выходит. Никогда. Светит изнутри или жжет. У тебя жгло. Тихо, ровно, все время. Последняя лекция. Зал полон. Говоришь о красоте уравнений, о том, что физика отвечает на вопрос «как?», но на вопрос «зачем?». «Зачем?» — это к другим источникам. Зал понимает, каким. Спустя год, тихо, без вспышки, без гриба в небе. Ты просто перестаешь быть. Атман не умирает, ты в это верил, или почти верил. Сложно сказать, когда веришь и знаешь одновременно. Они не всегда совпадают. 62 года. Сейчас твое имя знают все. Фильм, премия, миллиарды просмотров. Твое лицо воспроизведено с точностью до пикселя. Взгляд, который смотрел на гриб над Аламогордо, теперь смотрит с экранов в темноте кинозалов по всему миру. Ты загрузился в культурный код человечества. Навсегда, без возможности удаления. Хотел остановить войну. Остановил. Запустил следующую, холодную, на полвека. Хотел, чтобы ученые несли ответственность. За это лишили допуска. Хотел понять, как устроена реальность под поверхностью видимого. Понял. Слишком хорошо. Сансара — колесо, которое крутится само. Без начала, без конца. Каждое действие рождает следующее. Каждое знание открывает дверь, а за ней следующая дверь. Ты думал, что управляешь колесом. Дверь открыл. Закрыть не смог. В 5 утра в пустыне тихо. Почти себе. Ты произнес строчку, которую никто не должен был запомнить. Запомнили все. Следующий.